Добро пожаловать в TileLook. На прошлом уроке номер 7 мы познакомились с возможностями добавления в проект мебели, оборудования и других 3D-объектов. А сейчас посмотрим, как в программе TileLook Design Tool можно выполнить отделку стен и поверхностей плиткой, а также другими отделочными материалами. Воспользуемся вкладкой «Разложить плитку» и нажмем на кнопку «Добавить плитку». На выбор предлагается два варианта – загрузить из TileLook. Это загрузка плитки из основной библиотеки, а также из папок «Моя плитка» и «Мое избранное». Или скопировать из других проектов на TileLook. Добавить плитку из существующих проектов, которые находятся в папках «Мои проекты», «Публичные проекты» или «Учебные проекты». Если вы желаете использовать свою плитку, которой еще нет в библиотеке TileLook, то ее можно импортировать в программу, загружая по одной или сразу целым списком, используя шаблон для импорта плитки в формате Excel и файлы с изображением текстур. Об этом подробнее можно узнать в специальном видео на нашем канале TileLook на YouTube. Чтобы облицевать стены комнаты плиткой, выберем поверхность на трехмерном виде справа. Слева видим ее двухмерную проекцию. Выбираем плитку на правой панели, перетаскиваем и бросаем ее на двухмерную проекцию слева. Эту рабочую зону будем называть 2D холст или просто холст. Для этой плитки под мрамор в библиотеке TileLook доступно несколько текстур. Так мы называем уже обработанное изображение плитки, которые будут использоваться случайным образом при ее укладке на поверхности. В правом верхнем окне «Настройки укладки плитки» мы сможем настраивать правила для ее раскладки в вертикальном и горизонтальном направлении. Здесь мы видим количество рядов в вертикальном направлении. Сейчас оно равно 1. Нажимаем здесь, чтобы добавить 2, 3 ряд и так далее. Чуть выше видим опцию «Заполнить область рядами». Если мы ее включим, то автоматически заполнится вся область в вертикальном направлении горизонтальными рядами. В горизонтальном направлении эта опция уже включена. Если мы ее выключим, то останется заполненным только один вертикальный ряд. Если включим заполнение по вертикали, то останется всего одна плитка. Так мы можем управлять настройками для раскладки плитки и сохранять их, нажимая на кнопку «Применить». Перейдем к следующей стене и разместим на ней эту плитку. Открылось окно «Настройки укладки плитки». Снимем галочку, чтобы осталась одна плитка, и добавим в горизонтальном направлении еще несколько. Теперь добавим несколько рядов по вертикали и нажмем «Применить». Если сейчас перетащить новую плитку, то она окажется внизу слева, а используя синий маркер в начале координат, ее можно переместить над другими рядами и совместить с точкой привязки. В завершение настроим количество рядов в горизонтальном и вертикальном направлении и нажмем «Применить». Для следующего примера давайте очистим стену. Сделаем это с помощью инструмента в верхнем меню «Удалить всю плитку с поверхности». Нажимаем на опцию и подтверждаем это действие. Снова перетащим плитку на холст, чтобы познакомиться с дополнительными возможностями для позиционирования плитки, используя эти серые точки. Захватим на плитке эту серую точку и прикрепим ее к краю двери. Обратите внимание, что смещая весь ряд плитки вправо, она появляется и с левой стороны от начала координат. Это происходит потому, что переключатель горизонтального направления укладки установлен в положение в обоих направлениях. Переведем его в положение в одном направлении, и плитка с левой стороны исчезнет. Также это работает и для вертикального направления. Смещаем начало координат вверх, ставим галочку на опцию «Заполнить область рядами» и включаем вертикальное направление укладки в обоих направлениях. Видим, что правая часть стены вся покрыта плиткой, а если включить в обоих направлениях для горизонтального направления укладки, то плиткой будет покрыта полностью вся стена. Давайте теперь посмотрим на красные точки на координатных осях и узнаем, какие инструменты для редактирования там есть. Нажимаем на эту и видим нам привычный инструмент «Переместить». Он служит для точного смещения с помощью числовых значений в горизонтальном и вертикальном направлении.
Укажем 20 см по горизонтали и нажмем «Применить». Также мы можем повернуть всю плитку по часовой или против часовой стрелки на фиксированное значение. Или установить точный угол поворота в градусах, набрав числовое значение. Выберем сейчас опцию поворота против часовой стрелки и установим на 45 градусов. Нажимаем. Видим, что поворот сделан. Все замечательно. Мы можем использовать для поворота также и синие маркеры, смещая их в нужную нам сторону и при необходимости удлиняя, чтобы совместить с точками привязки на холсте. К примеру, это может быть край двери, угол окна или полностью вертикально. Чтобы сохранить такую раскладку, нажимаем «Применить». Перейдем к другой стене и посмотрим на инструмент «Изменить направление укладки на противоположное». Сместим центр укладки вправо. Установим переключатель в положение «Распределить плитку в одном направлении» и нажмем на красную кнопку, чтобы изменить направление ряда на противоположное. Теперь привяжем начало ряда к правому углу стены и выберем необходимое количество плиток в этом ряду. Нажимаем «Применить». Вернемся к предыдущей стене и посмотрим, какие операции можно выполнять как с одной, так и с группой плиток. Давайте удалим этот вариант раскладки и быстро сделаем новый рисунок. Посмотрим, как можно выделить одну или несколько плиток. Подводим курсор и нажимаем левой клавишей мыши на эту и эту плитку. Выделенные плитки теперь сгруппированные, и мы можем с ними делать уже разные групповые действия. Снимем пока выделение, для этого нажмем на клавишу Escape. А теперь еще раз выделим, но уже группу плиток, захватив их прямоугольным контуром. И нажав на любую из красных точек, выполним групповое удаление. Добавим на холст синюю плитку. Сделаем настройки, чтобы она у нас осталась одна. Смещаем ее вправо на пустое место и в настройках добавляем плитки в вертикальном направлении. Отлично, у нас получился новый дизайн. Перейдем к поверхности пола и попробуем создать свою схему укладки. Нажимаем на вкладку «Схемы укладки» и выбираем «Создать». Выберем из выпадающего меню схему, которая чаще всего встречается в проектах. Создадим схему укладки в полосу. В новом окне выбираем плитку из тех, что были загружены в проект уже ранее. Перенесем ее в рабочую зону и создадим новый рисунок для укладки. Обратите внимание, что можно использовать не только керамическую плитку. Нам также доступны паркетная доска, ламинат и другие отделочные материалы. Вернемся к созданию схемы. Сделаем блок из 3 рядов плитки. Нажав на красную точку на стрелке, смещаем второй ряд на 40 см, а третий на 80 см. Нажимаем «Применить». В правом окне появилась новая схема укладки. Перенесем ее на холст и с помощью настроек заполним всю область. Нажимаем «Применить», чтобы завершить отделку этой поверхности. При желании можно всегда вернуться и отредактировать ее. Имейте в виду, что в программе есть уже более 1000 разнообразных схем для укладки, которые можно загрузить и использовать в ваших проектах. Рекомендуем перед созданием своей схемы посмотреть уже готовые варианты. Возможно, вы там уже ее найдете. Вернемся к стене и разместим плитку в душевой зоне. Для этого удобно сначала определить зону, которую мы потом заполним плиткой. Воспользуемся вкладкой «Разделить поверхности» и нажмем на кнопку «Создать 2D поверхность». Появляется похожее, как при работе с 3D-объектами, окно. Настраиваем в нем параметры. По оси X поставим 90 см. Это ширина нашего душевого поддона. А по оси Y 210. Это ее высота. Переходим на вкладку «Разложить плитку» и видим на стене новую область. Нажимаем на нее, чтобы сделать активной, и из правого поля переносим туда плитку, заполняя всю область. При желании мы можем добавить сюда еще одну область. Повторяем предыдущие шаги. Разделить поверхность, затем создать 2D поверхность и нажимаем «Применить», чтобы создать базовый модуль, который теперь отредактируем вручную. Создадим по центру узкую полосу и заполним ее мозаикой. Как видите, готов еще один вариант для оформления душевой зоны. Завершая раскладку плитки, остается лишь уточнить параметры для швов и выбрать цвет затирки. В верхней панели инструментов есть для этого функция «Параметры швов», которая позволяет настроить толщину и цвет затирки. В открывшемся окне в самом верху нам предстоит выбрать, для всего проекта мы выполняем настройки или для каждой поверхности локально. Ниже определяем толщину шва и выбираем цвет затирки из палитры популярных брендов.
Для точного определения цвета затирки можно воспользоваться полезным инструментом, который называется пипетка. Он копирует цвет плитки с экрана и позволяет сопоставить его с цветом затирки. Выбираем цвет и нажимаем «Применить». В верхней панели есть еще несколько инструментов, с которыми вы можете познакомиться самостоятельно. Они используются для быстрой замены одной плитки на другую. Состав и количество использованной плитки в проекте рассчитывается автоматически. Об этом мы подробно поговорим на 11 уроке, где познакомимся с вкладкой «Спецификация». А сейчас я предлагаю завершить урок и напоминаю, что вы всегда можете обратиться к нам через чат на сайте. Это синяя кнопка в нижнем правом углу экрана. Или написать нам письмо на электронную почту contact@taillook.com. Спасибо за ваше внимание. С вами был Владимир Микитин. Желаю бесконечного творчества и новых идей для дизайна. До скорой встречи на Taillook.